Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В продолжении темы Пасхи предлагаю вам мастер-класс по вязанию подставок для пасхальных яиц. В очередной раз эту идею мне предложила Татьяна Макавчик. Хочу поблагодарить ее. Татьяна, спасибо. Удачи и крепкого здоровья вам в это непростое время. Татьяна предложила для грелочек в виде цыплят, которые мы связали в прошлый раз, сделать подставки, похожие на траву, как будто желтые цыплята сидят на зеленой травке. Но, к большому моему сожалению, у меня сейчас нет пряжи зеленого цвета в наличии и нет возможности ее приобрести в свете последних событий. Поэтому я взяла остатки пряжи от вязания пасхальной курочки и грелок цыплят и связала несколько вариантов подставок разных цветов. Если вот для такой подставки использовать зеленую пряжу, то вполне может получиться небольшая полянка с травой по краям для грелочек цыплят. Яйцо в таких подставках устойчиво стоит благодаря тому, что основой для них служит обычная полиэтиленовая крышка для майонезных банок, которую я обвязала со всех сторон, но оставила небольшое отверстие сверху в центре. Получилась своеобразная ячейка для яйца, которую можно оформить на любой вкус. Диаметр дна чуть больше 6 см, а диаметр отверстия около 3. Я сделала 3 варианта оформления. Первый в виде закругленных лепестков. Второй напоминающий травку с разной высотой. И третий вариант с заостренными лепестками, которые можно вывернуть наружу или внутрь, и получится совершенно разный вид. Выбирайте любую из этих подставок и вяжите вместе со мной. Мастер-класс будет состоять всего из одной части. Сначала я расскажу и покажу, какие необходимы материалы и инструменты для изготовления. Затем мы свяжем основу, обвяжем полиэтиленовую крышку для майонезных банок. Ну и потом по очереди я вам очень подробно покажу, как сделать первый, второй и третий варианты оформления подставок. Итак, приступим. Для работы я буду использовать остатки пряжи от вязания пасхальной курочки и грелочек в виде цыплят. Это Yarn Art Jeans, состав 55% хлопок, 45% полиакрил, метраж 50 грамм на 160 метров. Цвета желтый, красный, оранжевый и молочный. Вы же можете использовать любые сочетания цветов, которые вам нравятся. Вязать буду крючком 2 мм. Еще нам понадобятся полиэтиленовые крышки для майонезных банок диаметром 6 см. Продаются они в хозяйственных магазинах и стоят сейчас по 3 рубля за штуку. Ну и игла с широким ушком, чтобы спрятать хвостики пряжи, а также ножницы. Итак, начинаем. Сначала займемся основой для подставок. Выглядит она вот так. Это полиэтиленовая крышка, обвязанная со всех сторон с небольшим отверстием сверху для яйца. Прежде всего надо не забыть срезать носик у крышки. Делается это очень просто. Все. Ну и начнем обвязывать. Первая основа у меня будет красного цвета, поэтому беру, соответственно, красную пряжу и вяжу первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываю пряжу на палец, набираю одну воздушную петлю и провязываю в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваю кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываю нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываю по 2 столбика без накида.
Третий ряд 12 прибавок. Четвертый ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Пятый ряд 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Шестой ряд 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Седьмой ряд 6 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Теперь давайте примерим крышечку к получившейся детали. У меня диаметр вязания соответствует диаметру крышки, поэтому на этом можно остановиться и не делать в дальнейшем никаких прибавок. Вяжем 8 ряд. 48 столбиков без накида за задние полупетли. Каждая петля имеет 2 стенки, переднюю и заднюю. Передняя та, что ближе к нам, а задняя та, что подальше от нас. Так вот, в этом ряду все столбики без накида вяжем только за задние полупетли. После провязывания этого ряда у нас образовался рубчик из передних полупетель. Дальше вяжем 3 ряда по 48 столбиков без накида в каждом. После провязывания 11 ряда необходимо обязательно примерить крышку. Она должна туго входить, а вязаная деталь плотно к ней прилегать. Вот как получилось. Мы обвязали крышку снизу и сбоку. Высота боковинок достаточная, поэтому дальше вяжем 12 ряд. 48 столбиков без накида за задние полупетли. Теперь окончательно вставляем крышку в деталь и будем обвязывать ее сверху.
Вяжем 13 ряд, 6 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Я предпочитаю делать невидимые убавки. Для этого ввожу крючок за переднюю стенку первой петли. Затем ввожу крючок за переднюю стенку второй петли, провязываю их, а затем провязываю 2 петли с крючка. Получилась невидимая убавка. Вы можете делать те убавки, которые вам нравятся. Продолжаем. Четырнадцатый ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Ну и последний 15 ряд, 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Все связали, обрезаем ниточку, оставляя совсем небольшой хвостик, вытягиваем, вынимаем нить контрастного цвета, и теперь спрячем хвостик. Но прежде чем это сделаем, мы завершим вязание и сгладим последний ряд, чтобы у нас не было видно вот этой ступеньки. Для этого вводим крючок за переднюю стенку второй петли последнего ряда, первая петля, вторая, вводим крючок, захватываем рабочую нить и выводим ее к себе. Дальше вводим крючок за заднюю стенку последней петли этого ряда, захватываем рабочую нить и выводим ниточку от себя, затягиваем. Все, у нас ступеньки нет, ровный край. Теперь вставляем хвостик в иглу и прячем ниточку, пропуская ее сквозь столбики без накида последнего ряда. Обрезаем. Вот основа для будущей подставочки готова. Ну вот, у меня подготовлены 3 основы для подставок. Каждую из них будем оформлять по-разному. Для первого варианта возьму красную основу и желтую пряжу. Сначала присоединим пряжу к 12 ряду основы, который мы вязали за задние полупетли. Для этого находим место разрыва, то есть первую и последнюю петли этого ряда. Вводим крючок за переднюю стенку последней петли, захватываем ниточку. Дальше вводим крючок за переднюю стенку первой петли, захватываем
ниточку и провязываем соединительный столбик. Вот таким образом мы присоединили нить. Хвостик пока оставляем снаружи, в дальнейшем мы его спрячем. Дальше вяжем один столбик без накида за переднюю стенку. Теперь один столбик с одним накидом. Потом один столбик с двумя накидами. Один столбик с одним накидом. И столбик без накида. Вот мы провязали 6 петелек. Повторяем эту комбинацию еще 7 раз, начиная с соединительного столбика. Последний столбик без накида провязываем в ту петлю, откуда у нас выходит хвостик. Все, вот мы сделали первый ряд обвязки. Вот так у нас получается. Это вид снизу, а это вид сверху. Дальше вяжем второй ряд. Для этого провязываем сначала один соединительный столбик. А дальше вяжем в каждую петлю по 2 петли. То есть в столбик без накида 2 столбика без накида, в столбик с одним накидом 2 столбика с одним накидом, а в столбик с двумя накидами 2 столбика с двумя накидами. Соединительный столбик провязали, теперь вяжем 2 столбика без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Дальше вяжем 2 столбика с одним накидом в столбик с одним накидом предыдущего ряда. То есть делаем прибавки в каждую петлю. Теперь вяжем 2 столбика с двумя накидами. Два столбика с одним накидом. И 2 столбика без накида. Все. Вот мы провязали одну комбинацию. Дальше продолжаем. Причем в каждую соединительную петлю делаем только по одному соединительному столбику, в отличие от других. В конце делаем один соединительный столбик и обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Вытягиваем. Теперь оба хвостика нам надо с помощью иглы вывести под полотно между ним и крышечкой. Затем мы сделаем 2 узелочка и обрежем. Делаем 2 узелочка и обрезаем хвостики. Дальше необходимо вывернуть каждый лепесточек
Ну и примерим яйцо. Первая подставочка готова. Займемся второй. Вторая подставка у меня будет полностью оранжевого цвета, поэтому беру оранжевую основу и оранжевую пряжу. Точно так же, как и в первом случае, присоединяю нить к 12 ряду на соединительный столбик. Для этого ввожу крючок за переднюю стенку последней петли, захватываю рабочую ниточку, затем ввожу крючок за переднюю стенку первой петли, опять захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Хвостик опять-таки оставляю снаружи. Дальше вяжем первый короткий клин. Для этого я набираю 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И начиная со второй воздушной петли от крючка провязываю 1 соединительный столбик, в третью воздушную петлю 1 столбик без накида, а в четвертую 1 столбик с одним накидом. Дальше пропускаю одну петлю и, начиная со следующей, делаю одну убавку. Вот мы провязали первый короткий клин. Вот так он выглядит. Дальше вяжем средний клин. Для этого набираю уже 7 воздушных петелек. Теперь, начиная со второй воздушной петли от крючка, вяжу 2 соединительных столбика. Первый, второй. Дальше 2 столбика без накида. Первый, второй. И 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Опять пропускаю одну петлю и, начиная со следующей, провязываю одну убавочку. Вот мы связали второй средний клин. Дальше вяжем третий длинный клин. Для этого набираем 10 воздушных петелек. 1, 2, 9, 10. И, начиная со второй воздушной петли от крючка, вяжу сначала 3 соединительных столбика, затем 3 столбика без накида, и потом 3 столбика с одним накидом. Дальше опять пропускаю одну петлю и провязываю одну убавку. Вот мы провязали комбинацию из 3 клиньев. Дальше повторяем ее до конца этого ряда. Вы можете чередовать клинья по своему усмотрению. Последний клин я сделаю средним по длине, чтобы у меня не шли подряд 2 коротких. Пропускаю одну петлю и делаю убавку. В конце давайте сделаем один соединительный столбик.
обрежем ниточку. Дальше вот эти хвостики также спрячем, как и в первом случае, с помощью иглы. Чуть-чуть поднимем наши клинья. Вот так у нас получилось. Ну и примерим яйцо. Вторая подставка готова. Займемся третьей. Для третьей подставки беру молочную основу. Здесь уже у нас будет 6 клиньев, которые вяжутся совершенно одинаково поворотными рядами. Опять присоединяем нить к 12 ряду, уже на столбик без накида. Натягиваю хвостик. Один столбик без накида мы уже провязали. Вяжем еще 7 столбиков без накида за передние полупетли. Дальше делаем одну воздушную петлю подъема и переворачиваем работу. Второй ряд, 1 убавка, 4 столбика без накида, 1 убавка. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу и вяжем третий ряд, 6 столбиков без накида. Опять воздушная петля подъема, переворачиваем работу, вяжем четвертый ряд, 1 убавка, 2 столбика без накида, 1 убавка. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу, 5 ряд, 4 столбика без накида. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу, вяжем 6 ряд, 2 убавки. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу, 2 столбика без накида. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу, 1 убавка. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу и вяжем последний 9 ряд, 1 столбик без накида. Все. Мы связали первый клин, обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик, вытягиваем. Вот так у нас с вами получилось. Точно так же вяжем еще 5 таких клиньев. При этом ниточку присоединяем, начиная с последней провязанной петли. Сначала вот сюда вставляем крючок, захватываем рабочую ниточку, потом вставляем крючок за переднюю стенку первой петли, захватываем рабочую ниточку и провязываем столбик без накида. Ну и дальше вяжем точно так же, как и в случае с первым клином. Клинья могут быть у вас совершенно разных цветов, можно их чередовать. Итак, продолжаем. Вот что у меня получилось в итоге, посмотрите.
Хвостики, если у вас получились сильно длинные, обрежьте покороче. Ну и дальше будем обвязывать клинья. Для этого присоединяем ниточку между клиньями на воздушную петлю. И будем обвязывать каждый клин столбиками без накида. По бокам между рядами делаем по одному столбику без накида, а в вершины по 2. При этом по ходу вязания ввязываем все хвостики, вот эти и вот эти. Кстати, для обвязки вы можете использовать нить другого цвета для контраста. Натягиваем хвостики и начинаем обвязку. Вот я дошла до вершины, сюда делаю 2 столбика без накида. Продолжаю дальше по другой стороне этого клина. При этом не забываем ввязывать все хвостики. Вот мы обвязали первый клин, продолжаем точно так же до самого конца. В конце давайте сделаем один соединительный столбик. И на этом закончим. Обрежем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Вытащим ее. И теперь хвостик спрячем, пропустив его сквозь столбики последнего ряда. Натянем и обрежем. Также необходимо подрезать все торчащие оставшиеся кончики, хвостики. Все, вот мы и закончили. Теперь можно вывернуть вот эти клинья наружу или вовнутрь, как вам больше нравится. Это может выглядеть вот так. Или вот так. Ну и давайте примерим яйцо. Все, с третьей подставкой мы закончили. Вот так быстро и просто мы с вами связали подставки для пасхальных яиц и наших грелочек цыплят. Осталось только покрасить яйца и уложить их в красивые подставки. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно, поздравляю всех с Пасхой Господней! Христос воскрес!